Со мной случился сегодня такой конфуз ночью, что даже не знаю, как вам об этом рассказать и с какой стороны к этому подойти. Дело в том, что из-за того, что у меня проблемы со стопами, то есть пока я их не согрею до нужного такого состояния, я не могу заснуть. И я буду крутиться и вертеться в кровати, можно даже всю ночь. Я не засну, если мне некомфортно стопам. Первое время мне помогали носки. Я одевала одну пару носок, потом одевала две пары носок. Теперь же иногда мне не хватает даже двух пар носок. И я в этом году приспособилась, что когда вот так уже слишком некомфортно, я просто кладу себе в ноги грелку. И тогда ноги согреваются, и я легче засыпаю. Конечно же, можно бы было перед сном попарить ноги в тазике с горячей водой, но не всегда мне хочется с этим возиться. У меня ну, не очень есть время, и не очень вечером я такая уже немножко сонная, но не хочется мне сидеть с этими ногами там в ванне. Вот, поэтому я наловчилась и кладу грелку. И все бы хорошо. И так вот вчера тоже случилось. Я думала, что не буду этого делать, но потом легла в кровать и думаю, нет, все-таки надо, потому что жалко моего сна, нужно все-таки хорошо заснуть. И положила грелку. Я, конечно же, ее проверила хорошенько, как всегда. Я ее так переворачиваю, капает, не капает вода, все было нормально. И я положила ее и заснула. И в 3 часа ночи я проснулась и чувствую, что что-то не то. Оказывается, эта грелка ночью лопнула в одном месте. И вода текла у меня по кровати, на матрас. Хорошо, что там у меня лежал мой халат такой, довольно-таки, ну как сказать, теплый, такой толстый. И он впитал в себя значительную часть влаги. Но пижама, матрас, простыня, одеяло, все тоже в себя впитало. И представляете, что мне надо было в 3 часа ночи вставать, все вот это снимать, все вот это менять и думать, как на этом матрасе спать, и как это приспособиться, и что там подстелить. Короче, я такого в жизни еще не имела, чтобы грелка у меня лопнула в кровати. Вот такие вот дела. Я потом посмотрела, действительно там дырочка. Я сейчас засниму, вам покажу. Вот она всему виновница, эта грелка, она уже очень старенькая, но служила мне верой и правдой. Вот. И посмотрите, в этом месте получилась трещинка. Я ее совершенно не заметила. Вот. И поэтому у меня сегодня такие приключения. Вот нужно обращать внимание на то и смотреть на состояние грелки, чтобы потом не была такая ситуация, как у меня. Нужно все сушить, а это зима. Вот. Берите на заметку. Сегодня предлагаю вам приготовить вместе со мной очень вкусные песочные рулеты с фруктовой начинкой. Итак, начинаем. Масло или маргарин, сахар и яйца будем растирать до однородной массы. Понятное дело, что масло или маргарин должны быть комнатной температуры в таком пластическом состоянии, чтобы делать это можно было как можно легче. Так что из холодильника не подойдет. Можно все это также сделать при помощи миксера. Вот уже я растерла все до такой более-менее однородной массы. И сейчас буду приступать к следующему этапу нашего теста. Добавляю сметану и опять размешиваю все это до однородной консистенции. Вот так продолжаю все хорошенько размешивать. Я предпочитаю для такого рулетика тесто на сметане, потому что есть еще вариант и без сметаны. Теперь добавляю муку, разрыхлитель, все остальные ингредиенты и буду уже замешивать тесто до окончательной стадии. Потихоньку добавляю муку, вот так буду размешивать, а когда уже нельзя будет пользоваться этим приспособлением, я начну замешивать вручную.
Теперь замешиваю вручную, постепенно добавляя также муку, чтобы тесто получило такую однородную и хорошую консистенцию, чтобы оно и отлипало от миски, и также не прилипало к рукам. Очень важно хорошо это тесто вымешать. Вот так по чуть-чуть добавляю муку, чтобы не переборщить, чтобы тесто также не было уж слишком таким твердым. Вот так постепенно у нас уже тесто приобретает ту консистенцию, ту форму, которая нам будет нужна. Видите, оно уже неплохо отлипает от миски и также от рук, поэтому мы приближаемся к его завершению. Вуаля! Это конец. Тесто можно уже отставить в сторону и приняться за приготовление начинки. Свое тесто я поделила на две части, и вот одну часть раскатала в пласт. Это основа для нашего рулета. Теперь я положу сюда начинку и заверну. Но сперва, так как у меня фруктовая начинка, я посыпаю поверхность сухарями и выкладываю свои фрукты. Это могут быть всевозможные фрукты, и сливы, и яблоки, и персики, то, что у вас есть. Вишни также могут быть летом. Вот я выложила на сухари и теперь сверху присыпала сахаром и дала также, можно дать немножко манки, можно дать немножко крахмала, то есть то, что впитывает влагу. И теперь буду этот рулетик вот так вот сворачивать. С другой стороны, заметьте, я оставила немножко больше теста без вот здесь, без фруктов. Это для того, чтобы сверху можно было хорошо завернуть. Вот так заворачиваем рулетик. По бокам защипываем и перекладываем на смазанный жиром противень. Такой же рулетик я сделала и вот из второго куска теста. Вуаля! Вот мои рулетики уже испеклись. Я держу их в духовке до такого золотистого цвета. Сверху я всегда рулетики посыпаю сахарной пудрой. Они смотрятся лучше и как-то эстетичней и приятней подача выглядит. Я отрезала кусочек, показываю вам, как он выглядит в разрезе. Очень сочный и очень мягкий получился. Но вот пришло время дегустировать очень сочный, нежный, вкусный рулет. И, что самое главное, доступный по продуктам и простой в приготовлении. Получится у каждой, даже начинающей хозяйки. Если рецепт понравился, обязательно поддержите меня лайком и подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.